Всем привет! Сегодня у нас расклад, о чем он думал, когда в последний раз тебя видел. Ну и, соответственно, посмотрим, что сейчас в его жизни без тебя происходит. И совет вытянем. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем. Все интересное в закрепленном комментарии. Ну и в описании к видео. Давайте начнем. Итак, единички. Прежде чем начать, сразу вам скажу одну вещь. Хочу посмотреть, кого на канале больше по гороскопу. Напишите под этим видео, какой вы по знаку зодиака. И в следующем раскладе будет именно ваш знак зодиака с 3 вариантами. То есть расклад для знака зодиака. Кто побеждает? Надеюсь, это тельцы, потому что тельцы — это самые прекрасные, самые лучшие знаки зодиака. Скажу без ложной скромности. И вот чьи знаки зодиака победят, тем будет следующий расклад. Итак, что сейчас в его жизни без тебя происходит? Ну, знаешь, тут все понятно и не слишком приятно для тебя. Потому что он, знаешь, он сейчас живет в таком режиме «хочу все везде и сразу». И вообще себя ни в чем не тормозит. Он влез, как сказать, в такую жизнь, где много соблазнов, тела, деньги, там тусовки, про тела ты, надеюсь, поняла. Внимание к нему он сейчас очень сильно добивается. И туда он сливает почти все свои силы. Рядом женщина есть, которая его подогревает. Понимаешь, вот говорят, какой он особенный, какой он талантливый, какой он хороший, какой он незаменимый. И его это цепляет. И ради этого внимания он намного готов. В том числе и на хреновые поступки, извини меня за выражение. Он, знаешь, тянет на себе сейчас какие-то обязательства, но делает это не из уважения, а потому что там выгода есть, доступ к деньгам. И я бы сказал, что женщина, которая его подогревает, он с ней из-за денег. Ну, из-за каких-то финансов. Не обязательно это деньги, да, это может быть машина, это может быть квартира и так далее. То есть удобная жизнь. А внешне все красиво. Фотографии, какие-то цели, красивые, как сказать, не красивые сопли, а красивые речи. Красивая лапша. Вспомнил слово лапша, забыл. Планы на будущее у них, а внутри пусто. Знаешь, у него сейчас много вещей зависимых. Привычки, от которых он не отказывается, потому что там кайф и ощущение власти. То есть он сейчас играет роль такого уверенного, свободного. Но, знаешь, по факту он сидит на цепи у своих желаний. У него сейчас период, когда он верит, что вот все в своей жизни контролирует. А на деле его ведут его же и слабости. Он вообще не про глубину, он, знаешь, про картинку и про то, чтобы его любили любой ценой. И в этом он купается. Общения у него много движухи. Но это все не про близость, это про потребление, понимаешь? Он никого не подпускает по-настоящему к себе. Даже тех, кто рядом каждый день. Даже та женщина, которую он ежедневно компоты дарит. Ему выгодно сейчас, чтобы все думали, что у него все отлично. И он старается эту картинку держать. И он сейчас вообще не про отношения. Он сейчас про свое «хочу». И про то, чтобы жить по своим этим писюлькиным желаниям, как по-другому сказать. По своим низким желаниям, понимаешь?
а не по нормальным человеческим ценностям. О чем он думал, когда ты в последний раз его видела? Ну, знаешь, не так уж много и хаоса было. Он тебя увидел и сразу вспомнил, как он рядом с тобой был другим, а там более живым, более настоящим, более теплым, понимаешь? Его конкретно кольнуло, потому что рядом с тобой он чувствовал себя человеком, а не вот этой вот картинкой, из которой он из себя строит. И он заметил, как ты на него посмотрела. Мельчайшие деталечки он увидел. Глаза, губы, осанка, даже мелочи из одежды наподобие там пуговицы, понимаешь? Хотя у тебя пуговиц там нет. Ему просто стало не по себе от мысли, что ты вот сейчас видишь в нем чужого. Внутри он хотел подойти, сказать что-то вот такое простое, человеческое, что ли, без вот этой игры, без масок. То есть было огромное, сильное желание сделать шаг навстречу тебе. Хотя бы пару фраз, какое-то живое общение, понимаешь? Но он, знаешь, в голове сразу начал прокручивать, как это все будет со стороны выглядеть. И ему стало страшно, что он покажется слабым в твоих глазах. И он подумал, что если там разговор начнет, то все вылезет, что он в себе давит. Понимаешь? То есть понимание, что ты его когда-то реально принимала, что вот рядом с тобой можно было, как говорится, не строить из себя героя, ему больно ударило вот это по самолюбию. Еще задело, знаешь, что ты спокойная такая, без истерик, без сцен. Он чувствовал, что вот по эмоциям ты уже не там, где раньше была. От этого у него внутри началась каша. Как говорится, и хочется, и колется. То есть и тянет, и стыдно. И сказать хочется, показать, что у него все отлично. В итоге он выбрал вид сделать, что ему все равно. Хотя в груди было тяжело. У него, знаешь, мысль прям была вот: я переборщил в прошлом. С ней я так просто уже, как говорится, не сойдусь. И от этого у него вот смесь ностальгии и злости на самого себя была. Извиняюсь, я все кашли стараюсь вырезать из расклада. Какой совет тебе? Ну, знаешь, тебе сейчас важнее не его голова, а твоя жизнь, вот шажочек за шажочком. Никаких рывков, никаких резких движений. И совет тут очень простой. Просто перестань тратить силы на разбор его мира, его существования и просто займись тем, что приносит тебе какие-либо реальные результаты. А это у нас что? Работа, деньги, здоровье, обучение, то есть все, что дает понятный итог. Вот знаешь, каждый день маленькое что-то делай, но конкретное, вот в свою пользу. Не для того, чтобы он когда-нибудь там увидел и пожалел, а просто чтобы ты сама видела, что у тебя все двигается. Вот у него не двигается, а у тебя двигается. Поэтому подтяни дела свои, которые давно откладывала. Порядок в деньгах наведи. До конца начатое, до конца доводи. Тавтологию сказал, но ты меня поняла. И параллельно к этому всему, что правильно, носик к солнышку и от бедра по жизни. Хватит вот ходить вот в этой позиции «меня не выбрали». Знаешь, тебе надо занять свое место в жизни без чувства вины, без оправданий. Не скромничай там, где ты реально умничка и молодец. Поэтому себя не обесцениваешь от бедра в светлое будущее. Давайте перейдем ко второму варианту. Извините, задыхаюсь. Двоечки. Что сейчас в его жизни без тебя происходит? Ну, тут, знаешь, тут вот
У него, как сказать, спектакль такой сейчас. Я тут самый главный, и я тут самый правильный. И он не просто живет, нет, он империю строит. Ну или как минимум вид делает, что он пуп земли. И он, и он сейчас, знаешь, вписался, вписался вот в жесткие рамки. То есть он вписался туда, где надо ходить в костюме и учить всех жизни. Это или работа, новая должность, или женился. Понимаешь? И он там сейчас изображает из себя идеального мужика, который все знает, все контролирует, живет по правилам. У него, знаешь, извините, хрюкнул, но я понимаю, что я увлекаюсь, но извините, я попробую это вырезать. Но у него сейчас как культ личности. Это у него культ личности имени меня. Вот так. Он поучает всех, кто его окружает. Учит, как жить правильно, как деньги тратить правильно, как семью строить правильно. И он стал таким важным и надутым, как вот индюк. Прям слова лишнего не скажет без пафоса. И все у него по расписанию, все, как говорится, у людей все на показ. И он, знаешь, реально верит, что он достиг какого-то просветления и теперь имеет право всем указывать. Ну, понятно, да, за всей вот этой оберткой, что он успешный лидер и там так далее, скрывается у него дикое желание, чтобы его просто все хвалили, все ему кланялись, все его слушались, и слова никто поперек чтобы не говорил. И он реально окружил себя людьми, которые ему в рот заглядывают и кивают. Ему сейчас не до чувств и не до романтики, нет. Он сейчас занят павлином. Не павлин, нарцисс. Он нарцисс. Вот, вспомнил, как называется. Понимаешь? Он сейчас не кого-то там любит, а он хочет, чтобы его любили, ему поклонялись, и сам себя он, наверное, к зеркалу подходит и теребонькает. Что я говорю? Ну, а чё, из песни слов не выкинешь, а тут нарцисс у нас. О чем он думал, когда ты видела его в последний раз? Ну, знаешь, драма внутри него была. Хотя лицо по-любому было, как говорится, кирпичом. Вот когда вы взглядами встретились, его током током шибануло. Причем конкретно. Он, знаешь, он в ту секунду очень четко почувствовал, что между вами все еще есть вот эта бешеная связь, бешеная искра. Понимаешь? Когда вот слова не нужны. Он смотрел на тебя и такой думал, блин, это моя. Мы с ней на одной волне, мы с ней идеальная пара. И ему дико захотелось подойти, обнять, на ручки тебя взять, просто вот рядом быть. Понимаешь? Но в голове сработал вот этот стоп-кран. Он, знаешь, он почувствовал себя жертвой обстоятельств. Такой подумал, я ее люблю, меня к ней тянет, но я ничего сделать не могу, я, как говорится, по рукам и ногам связан. И он сам себя убедил, что он должен пожертвовать вот этим чувством ради чего-то другого. Ну, там, ради своего спокойствия или вот для нынешней жизни. Вот он и мучился, стоял. Он чувствовал себя, знаешь, как за ногу подвешенным. Видел тебя, видел вашу близость, но сознательно решил ничего не делать. Просто замер и перетерпел эту боль. И мысль была, что как же хреново, что мы так близко и так далеко одновременно. Но я должен висеть тут и не дергаться в ее сторону. И он выбрал бездействие. Хотя внутри у него вот все орало, что надо к тебе идти. Понимаешь? Ты для него как недоступный сектор приз на барабане, понимаешь?
И мысли были вот глубокое сожаление, смешанное с чувством безысходности. И он реально в тот момент страдал. Но, еще раз повторюсь, морда была кирпичом. Какой совет тебе? Хватит это терпеть и ныть, и мусолить тоже. Тебе, знаешь, нужно врубить форсаж, скорость, да, и беги в свою новую жизнь на максимальной скорости. Тебе сейчас шанс выпал на что-то вот абсолютно новое, что тебя зажигает. То есть то, чего ты хотела, что у тебя азарт вызывает. То есть глазки горят. Вот эту идею бери, вот эту страсть, да, и дави на газ. Никаких сомнений, никаких оглядок. Вот тебе нужно взять, как говорится, руль своей жизни в свои руки. И прям вот бежать с этим рулем вперед, без оглядки, сметая все на своем пути. У тебя сейчас есть энергия, чтобы пробить любую стену. Займись карьерой, новым проектом, начни ремонт. Вот что угодно, где нужен напор и драйв, понимаешь? И еще напомню, что в комментарии к этому видео напиши, какого ты знака зодиака, потому что следующий расклад будет для тех, у кого самое большее... Ой, ну ты поняла, кого больше будет, какого знака зодиака. Для тех и расклад будет в 3 вариантах. Мы с вами переходим к 3-му варианту. Троечки. Троечки. Сразу скажу, следующий расклад будет для определенного знака зодиака. Поэтому под этим видео напишите, какой вы знак зодиака, да, то есть кто вы по гороскопу. И для этого, кто, как говорится, победит, кого больше будет, для тех знаков зодиака следующий расклад в 3 вариантах. Но мы с вами знаем, да, что тельцы, они молодцы, всегда победят самые хорошие знаки зодиака. Итак, троечки. Что в его жизни без тебя тут трактовать не нужно? У него сейчас, знаешь, какой-то грустный цирк с конями. То есть он вот в прошлом застрял вот по самое не балуйся, извини меня. Вот каждый день у него начинается и мыслями заканчивается о том, как все могло бы быть хорошо, если бы он не накосячил. И вот он постоянно прокручивает в голове ваши моменты и злится, что он все, извини меня, просрал. Но фишка в том, что он не просто сидит и в подушку грустит, нет. Вся его вот эта тоска, она выливается в дикую агрессию на всех вокруг. То есть он стал невыносимым для окружающих. На работе цепляется к коллегам по мелочам, а с друзьями спорит до усрачки из-за какой-то фигни. В очередях в магазине на людей бычит. Он как будто, знаешь, повод ищет, чтобы выплеснуть вот эту свою внутреннюю боль и свое разочарование. Ему хреново. Он делает так, чтобы вот хреново было всем остальным, понимаешь? Но не ему, но не может. Поэтому хреново всем вокруг него и ему самому. И он, знаешь, он признать не может, что он сам виноват в своем вот этом своих, как сказать, бедах. Поэтому ищет виноватых вовне. То начальник у него мудак, то друзья его не понимают, то погода не та, то там реклама надоела. Ну, вот любое, понимаешь, любое его триггерит. Он в постоянном конфликте с миром, потому что он не может договориться даже с самим собой, не то что с миром. И его жизнь, она превратилась вот в череду таких мелких бессмысленных сражений.
в которых он, конечно же, свою правоту хочет доказать. А на деле просто злость вымещает. Он как будто, знаешь, пытается дыру забить вот эту шумом, скандалами, но получается, что дыра только больше становится, да, только хуже получается. В общем, он сейчас, знаешь, в полной заднице, да, начнем вещи называть своими именами. Он разочарован как в себе, так и в других, и от этого просто он стал злым и колючим для всех, ну и для самого себя. Извините, пожалуйста, я кашель вырежу. Так, я забыл, что он думал-то, когда тебя в последний раз видел. Но, знаешь, у него короткий, но вот очень мощный сбой в системе случился, когда вы встретились. То есть, я извиняюсь, я задыхаюсь. Я все на одном дыхании. В общем, смотри, как только он тебя увидел, у него первая мысль, прям молнией ему в темечко херакнула, что надо срочно что-то сказать, надо что-то сделать, пока она не ушла. Понимаешь? У него в башке пронеслись сразу все возможные сообщения, которые он мог бы тебе отправить, сказать и так далее. И знаешь, он чисто на инстинкте захотел сократить дистанцию. То есть прорваться через вот эту тишину между вами. Ну, знаешь, буквально через секунду он сам себе обрубил, понимаешь? Включился его внутренний, как сказать, дед, который ему сказал: «Тихо, стоп, не беги к ней, не дергайся, не думай, уйди в себя, подумай», и вот это вот все. И он испугался вот этого своего же порыва, понимаешь? И вместо того, чтобы действовать, что-то говорить, что-то делать, он просто ушел в глухую оборону в своей голове. Начал себя анализировать, начал копаться, почему его так триггернуло. То есть его мысль была такая, что я сейчас вот один, мне хреново, и это мое одиночество, оно правильное. Понимаешь? А на тебя смотрел и чувствовал, насколько он одинок. И вот эта встреча, она только усилила его ощущение изоляции. Он думал о том, что лучше он один побудет, там все взвесит, чем снова дров наломает. Поэтому вот так вот. Тебе совет. Хватит ныть. Хватит ныть. И плыть по течению грустной истории вот этой хватит. Тебе, знаешь, нужно не просто забыть его, а вот сознательно переключиться на другую волну. Это я про работу, про друзей, подруг. Понимаешь, тебе сейчас нужно перестать быть одной. Тебе нужно с подружками посидеть, начать какой-то общий проект с этими подружками. Посмотри вот, что у тебя на работе. Может, задачи есть, где нужно вот с другими людьми поработать, и сразу берись за нее. Нет на работе, найди в жизни со своими подружками. Какие-нибудь, как сказать, запишись, где есть групповые задания, занятия. Например, фитнес, курсы какие-то. Подруге помоги там с ее там фантазийными проектами. Ой, я задыхаюсь на одном этом. Вот такая она, старость не радость, молодость не жизнь. Тебе нужно, знаешь, твое исцеление сейчас не в том, чтобы сидеть там, медитировать в одиночестве, а в том, чтобы снова научиться людям доверять, работать с ними, добиваться целей общих. И это тебя, извиняюсь, это тебя из болота вытащит. Давайте будем закругляться. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и напиши в комментарии, кто ты по гороскопу, кто ты по знаку зодиака. Следующий расклад будет для тех, какие знаки победят. И помни, что я всегда рядом.